Итак, всем привет. Сейчас в мире идут определенные события, разворачиваются они очень быстро, я бы даже сказала стремительно. И я хотела бы на эту тему с вами немного поговорить, что вообще происходит, рассказать о своем взгляде на эти события, ну а также поговорить немножко о том, что я чувствовала и чувствую об этих событиях, их тонкоплановая история, да, то есть тонкоплановый взгляд на эти события. В принципе, для меня то, что сейчас происходит, я бы не сказала, что является какой-то новостью, или я удивляюсь тем событиям, очень быстро разворачивающимся, которые происходят в мире. В принципе, для многих, наверное, особенно тех, кто живет спящих, да, людей, тех, кто живет определенной пропагандой, все это просто что-то, я не знаю, шоковое даже, я бы сказала, и в принципе это одно из тех вещей, которые я говорила, что будет просто земля из-под ног уходить у людей. Они будут не понимать, что происходит, да, им придется перестраиваться под новые реалии. Это физическая сторона вот этого всего, в том числе, да, ну, тех энергий, которые происходят. Ну, давайте разберемся, что же сейчас вообще идет. Если вы следите за новостями, то вы, наверное, видели, что после того, как Трамп пришел к власти, в первые же дни он подписал очень много указов, в том числе указ о том, что теперь официально в США есть только два пола, мужской и женский, то есть никаких 99 гендеров больше не существует, то есть есть всего два типа людей, да, грубо говоря. То есть это, как он это называет, возврат к здравому смыслу. То есть здесь также запрет пошел на спорт, то есть теперь трансгендеры там не выступают ни в спорте, вот, чтобы как в Франции не было, он причем тоже вот этот французский поединок прекрасный, где мужик избил женщин просто в усмерти, потом выиграл чемпионат, да, он представил это как пример, и я считаю, это хороший пример того, что почему так не должно быть. Вот. Он сказал, что это нечестно, несправедливо, и полный запрет. Также запрет о служении в армии и много остального. Тоже, что в принципе, да, определяет и расставляет все на свои места. То есть так, как и должно быть, да. Далее он начал там говорить о пошлинах, о еще о чем-то, да, Китаю предъяву кинул, в Канаде и Мексике. И тут же он выпускает очень интересный закон о криптовалюте, все начали там кричать, орать, что вот там все, типа будет какой-то федеральный резерв, все, но когда был подписан закон, выяснилось, что на самом деле сама США не будет закупать никакую криптовалюту, то есть будут там резервы из того, что будет изъято. То есть какие-то там, допустим, преступники, да, у них будет изъята эта криптовалюта, и она будет уходить в фонд государства. То есть таким образом, о чем это тоже говорит, это в принципе то, что я предсказывала, то, что я говорила, что начнется очень большая чистка черного рынка. Чем они сейчас и занимаются? В принципе, все вот эти вот пошлины, которые с Мексикой, да, вот эти вот идут, они уже сказали им, что либо вы что-то делаете с наркокартелями, либо вы что-то там шевелитесь, да, чтобы у нас вот этой заразы не было, либо вам не поздоровится. То есть, в принципе, они начинают заставлять шевелиться, они объявляют войну черному рынку. Также черный рынок есть в Китае, он там очень высокий, большой черный рынок, хотя там вроде как, да, можно сказать, партия держит там все, пытается удержать, но в Китае очень большой черный рынок. Если помните то самое вещество, которое нельзя называть, да, из одноименного фильма, вот в Китае этот порошок продается, вот. Находили люди название прям вот этого порошка, что его можно купить. Стоит он очень больших денег, но сами понимаете, как-то же его добыть там надо, то есть там очень большой черный рынок, в том числе и определенных веществ, изменяющих сознание, и много-много другое, да, синтетика, там прочее. И также очень большой черный рынок идет в Европу.
в ту же самую, да, ну, естественно, очень много всего в странах Африки, но я думаю, они будут потихоньку транзитами как-то это закрывать. То есть мне идет, что там будут как-то через вот эти вот судоходные компании, грубо говоря, что-то шерстить. Но это на будущее, да, то есть это уже подготовка какая-то даже к этому есть. Также они не зря сейчас используют очень-очень такую весомую риторику, то есть вы, наверное, заметили, что с самого первого дня буквально началась война. Эта война, она не такая, знаете, где люди воюют с солдатами. Это экономическая война. То, в принципе, что сейчас должно перевернуть. Я на самом деле поражаюсь, что то, о чем я говорю, иногда людьми не воспринимается. Они не понимают и, ну, даже где-то не хотят понимать. В принципе, я наблюдаю за некоторыми ребятами, которые шарят в политике. Я в политике особо не шарю, но я смотрю вот эти вещи на тонком плане, и на тонком плане они у меня считываются. Так вот, есть ребята, которые шарят в политике, и они тоже какие-то вещи говорят, ну вот посмотрите, вот это же происходит, да, то есть они анализируют, сравнивают какие-то вещи, приходят к определенным выводам в свое время, и потом люди говорят, ой, да это все чухня, это тебе кажется, а потом это все прогнозы разворачиваются, то есть сбываются, и почему-то люди об этом забывают. У меня вот это вот очень часто происходит, потому что я где-то даже 2 года назад, если не раньше, у себя на Телеграме говорила о том, что есть оплоты определенные, да, массового сговора, которые объединились против вот этой демократии и против Европы, да, которые хотят перевернуть этот мир. Туда входит Китай, туда входит Россия, туда входят страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, да, я не называла конкретные страны, но я давала намеки, где можно было понять, что это за страны, то есть на Аравийском полуострове. Я говорила, что есть некоторые страны, которые в Европе находятся, то есть, да, оплот Европы, сейчас мы видим Венгрию, которая очень сильно выступает, в принципе, блокируя все, и они там уже думают, как же там эту Венгрию бедную это лишить права голоса, да. Эта война на истощение началась гораздо раньше, и истощение шло кого? Европы. То есть вся вот эта вот ситуация, когда, помните, был момент с Харьковом, когда они отходили, и я не могла понять, что же происходит. И я на тонком увидела, что они собираются сделать как такую какую-то комнату, черную дыру, да, то есть куда зайдут, и потом туда сколько ни вваливай, сколько туда вот денег, оружия, всего, то есть сколько ты там не ложи, все будет напрасно, то есть все как в черную дыру будет уходить. И в принципе я потом увидела, как это все отыгралось. Они действительно вваливали очень много оружия, да, Европа, Соединенные Штаты. Все вот это вот вваливали, денег, всего вливали, а это все не двигалось никуда. То есть ни туда, ни сюда, все. По сути, весь фронт, ну, насколько я смотрела, все встало. Я не буду сейчас брать Курское вот это вот направление, да, в принципе, я об этом говорила тоже. Я говорила, что вот этот контрнаступ, это будет что-то такое, где они скажут, вот мы побеждаем, да, вот, значит, мы там заняли сильную позицию, все, но это будет наиграно. То есть на самом деле никакой сильной позиции не будет. И это все будет просто некой иллюзией, которая будет создана. В принципе, сейчас мы... Да и не сейчас, мы можем сразу же увидеть, как, в принципе, этот карты и не отыгралась, то есть это действительно была иллюзия, по большей степени для СМИ и для прочих, которые говорили, вот, там вот это направление, но на самом деле, если мы очень внимательно посмотрим за теми же самыми политиками, никто всерьез это не воспринимал как некую победу над, да, это было сразу же провально еще, когда я говорила о том, что их основная задача была это АЭС, то есть у них была задача добраться до атомной электростанции, которая там находится, и они этого не сделали. Они провалили в самом начале еще все, что они хотели там добиться. Вот, но это ладно, как бы здесь другой разговор. Что вообще сейчас будет происходить? А мы можем видеть, как сейчас
после того, как Европу максимально ослабили. То есть почему я пошла вообще в самые ранние события? Я хочу, чтобы вы увидели то, что на самом деле происходило все это время. Европу целенаправленно доили. Это было целенаправленно, понимаете? Ее доили и выдаивали просто. Ее ослабляли, всю экономику, вот это вот все просто, все эти миллиарды выкачивали, выкачивали и выкачивали. То есть вот эта черная дыра, которая была создана, она была создана не просто так. И она была создана не одной страной. Это целый сговор, да, в том числе, где участвуют арабы, где участвует Китай, где участвует вторая сторона США, то есть закулисные ребята из США. Сейчас мы можем увидеть, как они раскрылись, как они сейчас откровенно начинают добивать, да, тех, против кого они восстали. И я хочу сейчас немножко вот эту вот тему затронуть. То есть в США там просто происходит очень долго, да, вот эта вот война некая, то есть война власти. В какой-то момент там определенная прослойка элиты расслоилась. Определенная элита вознеслась, да, а других как скинули и сказали: да, вы тут так себе, да. И здесь происходит переворот, то есть определенного рода переворот элит, где одни, такие, которых не учитывают, да, которым говорят: да, ваше мнение не учитывается, ваше мнение тут никто, да. Они против этого восстали и сказали: как это наше мнение никто, как это мы должны там второсортными быть, да? Я хочу быть первым. И сейчас это происходит, то есть переворот определенных элит, свержение определенных элит. И, конечно же, в этом им помогли, то есть они не сами это сделали там внутри страны. Я у себя в Телеграме давала очень много намеков, очень много интересных новостей вам подкидывала, где я показывала: смотрите, это происходит, вот он, смотрите, Илон Маск, он едет туда, в Дубай, он едет там на арабский вот этот форум, посмотрите, это происходит, там же трется тот же самый этот Дуров, да, у арабов, почему его там начали прессовать в Европе. То есть он не с ними. Он сказал: я не с вами, да. Когда его начали просить где-то что-то о цензуре, там был вопрос в другом, потому что он тоже участвует в этом во всем. Меня тогда просили про него отдельный ролик снять, но пока у меня вот эта вот очередность некая выхода роликов и прочее, ну и плюсом у меня домашние мои моменты с 3 детьми и прочее, я просто не успеваю работать, как, знаете, некоторые журналисты, которые там не успела новость выйти, и я такая ее уже опубликовала, как бы, да, то есть я записала на эту тему ролик, у меня просто нет физической возможности, к сожалению, я бы хотела, наверное, вот, и как-то более оперативно некоторые события рассматривать и на тонком плане, и все, но у меня просто нет физической возможности это делать. Но, тем не менее, с ним это произошло. Я вот сейчас это подниму, кому-то было интересно, может быть. Потому что он где-то им сказал: я не с вами. И если мы с вами посмотрим немножко, да, что кто правит балом, то есть кто на самом деле является неким бенефициаром происходящих событий, закулисным таким бенефициаром, то нам надо смотреть не на Америку, не на Россию, не на Китай, да, вот, ну, Европа там, понятно, сейчас ее уничтожают, вот эти вот элиты пробуют уничтожить в Европе, для того, чтобы перевернуть там все, да, для того, чтобы самим возвыситься, а за счет этого этим всем управляют те, кто находится на полуострове определенном. То есть вам нужно смотреть не на какие-то империи даже, вам надо смотреть на арабов. Я сейчас говорю вполне серьезно, потому что всю дорогу, когда я смотрела на тонком плане, еще 2 года назад, да, и прочее, когда только вот эти все события начали происходить. До этого я говорила, что начнется экономическая война, то есть, что на самом деле вся эта война, которая происходит на территории
Украины это на самом деле не сколько физическая война, сколько экономическая война. Это война на некое истощение, да, то есть тогда я ее видела как экономическую больше бойню. Эта экономическая бойня происходила между Европой, США, Россией, Китаем и многими еще бенефициарами, которые мы не видели. Индия, да, мы видели, как БРИКС, ОПЕК борются против Европы и США, то есть не то чтобы самой США, а определенных сил внутри США, потому что другие силы, например, мы сейчас можем видеть вот тот же самый Дональд Трамп, когда я говорила о том, что ему помогли еще в первый раз сесть туда, на трон, грубо говоря, да, президентского кресла, и в чем-то демократы были правы о том, что он не сам туда попал, ему очень сильно помогли. Но демократы орали только о России, забыв о том, что Россия — это просто отдельная страна. Там целая коалиция стран, понимаете? Вот БРИКС, ОПЕК и определенные силы внутри США помогли ему туда сесть первый раз. Второй раз это все в совокупности. Они сейчас говорят о том, что Байден был плохим президентом и так далее, да, что Европа там сгнила и все такое, но это часть только истории, то есть они это все так выставляют, это некого рода манипуляция. Почему? Потому что на самом деле все это время они делали все, просто все и даже больше. Вот эти страны в объединении в своем, да, и в том числе политические силы, вот эти внутри США, которые сейчас перевернули немножко вот это вот все внутри США, они делали все для того, чтобы у тех ничего не получилось, понимаете? То есть, а сейчас они их выставляют как ничего не могущими, но они ничего не могли, потому что они не ожидали того, что есть против них очень сильные подковерные игры. Я говорила, что, в принципе, сама суть плана состоит в том, чтобы те, кто привык действовать одним и тем же образом, я рассказывала вам на примере Венесуэлы, как это было, когда точка кипения у этих стран немножко дошла до, да, это все я рассказывала в Телеграме, как это все назревало, как они это все планировали. Все это я читала с тонкого плана. Я знаю, на самом деле, знаете, очень интересно. Я знаю, что некоторые мои подписчики, которые смотрят мой канал, они потом вот ту информацию, которую я здесь выдаю, то, что я вижу с тонкого плана, потом тарологам несут, а вот перепроверьте, да, чтобы те на картах перепроверили. Я видела на самом деле, как один из моих роликов, самых-самых первых, где я говорила про пандемию, про вот это вот, я предупреждала про Ширева, это был самый мой первый ролик. Как его полностью, прям по списку, все вот мои тезисы, которые я там говорила, отнесли к тарологам, и те все подтвердили. Понимаете, вы не увидите где-то это, вам не расскажут об этом карты, вам не расскажут об этом какие-то гадания на кофейных гущах, еще что-то. Потому что взгляд с тонкого плана — это немножко другое. Ты можешь конкретные вопросы какие-то задать в карт, но увидеть, как есть на самом деле, ты там до конца не сможешь, потому что они просто не будут это показывать. Понимаете, о чем я? Ну, может, кто-то не понимает. Здесь вот эта вся ситуация, на самом деле я, когда смотрела за ней, наблюдала все эти годы, она открыто, понимаете, не мелькала в пространстве, им это было невыгодно показывать, но каждый раз, когда происходила какая-то очередная там, я не знаю, пакет санкций, да, допустим, в сторону РФ, что все, РФ там не может там что-то кого-то, РФ должна загнуться, и в этот момент приходила Индия, Китай, еще что-то, какие-то страны, которые просто брали и все эти санкции, ну, грубо говоря, аннулировали. В чем это выглядело? Да в том, что они помогали, они откровенно делали так, чтобы помогать России избегать этих санкций. Вы думаете, это просто так все происходило? Вы думаете, не было до этого, причем это делалось настолько оперативно? Вы только вдумайтесь, насколько все было продумано и за сколько все было продумано, с учетом того, сколько это все готовилось. И я сейчас говорю не про Россию.
я говорю про всех. Потому что в этот момент, когда я смотрела еще по первости, я видела, что Россия в этом во всем массовом сговоре, по сути, да, я думаю, для многих, может быть, сейчас это пойдут отписки какие-то, люди не любят видеть правду или еще что-то, или кто-то посчитает, что я там свою страну защищаю. Я не защищаю вообще никого. На самом деле мне просто нереально больно все это видеть, потому что я терпеть не могу политику. Я смотрю постоянно вот это все на тонком плане, мне хочется отмыться после этого. Потому что в этой истории, в истории политики, нет хороших и плохих. Верите, нет. Я еще об этом затрону дальше. Нет хороших и плохих. Есть только деньги, власть и желание поиметь что-то, понимаете? Поиметь как можно большую влиятельность, большую структуру, сместить там тех конкурентов, там еще кого-то, да. Они исполняют только определенные свои желания. Там не за людей. Никто не за людей. Ни один не за людей. Вы должны это понимать. Они все за какое-то свое видение того, как должно быть. Так вот, в этом во всем сговоре многих стран, я еще раз повторю, это ОПЕК, БРИКС, определенные силы в США, определенные оплоты в Европе. В этом сговоре подковерном России была отведена роль некого щита. То есть щит — это что значит? Россия должна была принять на себя удар. Это было запланировано. Понимаете? Я хочу, чтобы сейчас многие посмотрели правде в глаза. И я в свое время сказала одну фразу, которую многие просто пропустили мимо ушей. А она ключевая. Бенефициар войны, которая сейчас, где люди гибли, не Россия. Многие говорят, что это Россия, агрессор, она там наступила, все. Нет. Бенефициар этой войны тот, кто придумал то, что там будет происходить, и то, что именно там, в этом котле будет вот эта создана черная дыра и прочее, это Китай. Это Китай. Понимаете? Не Россия, не США, хотя США тоже. Они хотели создать некую точку ослабления, да, для России. То есть они искали Ахиллесову пяту, они искали возможность, они искали всю дорогу, они искали, где бы нам создать вот такую точку, где бы, через которую, да, вот такую черную дыру, через которую мы будем сливать ресурсы России. То есть, по сути, это как бы было их желание провернуть нечто подобное. И вот это то, о чем я говорила. Всех этих людей, все эти страны, которые были, они сами планомерно копали свою могилу. Им просто давали иллюзию того, что их хотелки сбываются. Все. Они сами своими руками копали себе эту яму. Понимаете? Сам пилил сук, на котором сидел. Я тоже об этом говорила. Я об этом говорила, что эти силы будут делать все для того, чтобы глобалисты сами себя закапывали. Те, кто сейчас сидят у власти. То есть мы сейчас видим некий переворот. И этот переворот — это в первую очередь переворот элит. То есть где одни хотят перевернуть других. И говорят, это мы хотим стать у руля, а не вы. И теперь мы видим, как это происходит. Как они пытаются смести вот эти старые элиты, да, и занять их место. То есть это иное поколение, то есть иные люди, которые говорят, а почему не я? Почему я должен присмыкаться? Я хочу быть главным. Почему я должен присмыкаться перед кем-то? И они, по сути, отличаются ли они чем-то от тех, кто до этого правил? Ну да, наверное, тем, что у них немного взгляды другие. Они хотят другого для себя, в первую очередь, да? И они говорят, я хочу быть главным, я хочу диктовать условия, я хочу сделать такой мир, который я хочу. Вот и все. А эти старые пендели, я хочу показать свою силу. Это борьба, понимаете, больше эго определенных людей. Но это борьба не за то, что многие сейчас просто начинают, понимаете, говорить, что вот этот
волшебный спаситель, вот Трамп, да, вот он сейчас переворачивает там все, некие законы издает про тех же самых трансгендеров, еще что-то. Многие начинают видеть в нем некого мессию, спасителя, какого-то человека, который прям вот такой светлый там, супер-пупер там дядька и так далее. Некоторых там правителей чуть ли не считают там какими-то спасителями мира, человечества и прочее. Вот я хочу, чтобы люди смотрели рационально на это и понимали, что ни один из них не является великим спасителем человечества. Да, может быть, с точки зрения временных линий, которые складываются определенным образом, эти люди повлияют на то, чтобы перевернуть определенную систему, да, и потом, чтобы временные линии, то есть они способствуют, какие-то их действия, вот я еще раз скажу, какие-то их действия влияют и способствуют тому, чтобы временные линии пошли по светлому пути. Понимаете? Также этому способствует очень много. Этому способствуете вы, этому способствую я, этому способствует еще очень много людей, которые так или иначе делают то, чтобы доносить правду, да, которые где-то начинают работать над собой, начинают по-другому смотреть на мир и так далее. Этому способствуют. Точно так же они свой вклад делают. То есть временные линии вот эти разворачивает не только какой-то один человек, да, а каждый вносит вклад. И эту энергию, огромную энергию, да, двигает не один и не два человека. Понимаете? Не 3 президента и даже не 10 президентов. Это двигают миллионы людей. Каждый делает свой вклад. То есть каждый вкладывает определенные событийные ряды, да, определенные события, определенные действия, которые приводят к тому, что вот это все разворачивается, да, то есть и начинает двигаться в другую сторону, с темной в светлую. Но здесь надо понимать, нет такого, что пришел какой-то светлый мессия, и он сейчас все перевернет. Нам нужно смотреть правде в глаза и видеть людей, в том числе теми, кем они являются. Трамп это делает. Он один из, понимаете, вот вы должны понимать, он один из этих элит. Но я это сказала в Солнечном клубе, и я озвучу это здесь. Он один из этих элит. Но ему сейчас очень интересно, он вступил в этот сговор для того, чтобы ему возвыситься над ними. Понимаете? Он вступил в сговор с определенными людьми против тех, с кем он же еще вчера, позавчера, грубо говоря, да, в свои какие-то молодые годы был заодно. Для чего? Для того, чтобы себя возвысить над ними и сказать: я круче них. Оу, я круче них. Гораздо круче них. Смотрите, какой я, где я и где они. Это эго. Где-то эго играет. То есть этот человек свое внутреннее тешит. Но и он будет определенную нести, то есть взгляды, да, определенные вещи, которые хотят те, кто его туда посадил. То есть я об этом говорила, что он выступает в роли говорящей головы некой. И саму волну вот эту, что туда надо внедрить, и что куда надо там подписать, и что куда... То есть вот этот вот момент будут внедрять другие. То есть именно коалиция. Что эта коалиция хочет видеть в мире. А так как бенефициарами это всего, ключевыми бенефициарами, по сути, являются арабы где-то, да, то есть им не нравится то, что происходит в мире. У них, ну, давайте откровенно, да, стойкий Коран, грубо говоря. У них есть мужчина, женщина, и в некоторых странах там даже есть смертная казнь за содомию, если кто не знал, до сих пор. И в этих странах, смотря на то, что происходит в Европе и в США, где у них еще вчера этот США являлся основным партнером, да, и где сейчас творится хер пойми чё, да, прямо противоречащее той книжке, по которой они живут, для них это неприемлемо. Понимаете? И в основу того, чтобы задуматься, вообще сесть и задуматься, что в мире надо что-то менять,
что это все катится куда-то в пропасть, да, и противоречит основным каким-то вот этим вот традициям того, как оно должно быть. Первые задумались там. И дальше уже технично начали с этим поговорили, с тем поговорили, вот. Они, конечно, другие доводы совершенно приносили. То есть где-то они приносили доводы экономического какого-то, да, богатства, то есть прибавления, где-то еще что-то. То есть не все были за, грубо говоря, традиции. Кому-то было вообще наплевать. Ну да, ну вот у нас там традиция, а что там творится, вообще пофигу. То есть за свое только давление, но с определенной финансовой выгодой, за определенными, ага, а где у меня практическое, да, вот это материальное, то есть будет для меня, да, в чем я получу выгоду, все объединились. То есть потому что так или иначе в этой коалиции каждый ищет свою выгоду. Я в ролике, я не помню, либо в ролике про Трампа, либо я говорила это в телеграм-канале, опять же, в своем, да, бесплатном «Древние души», который... Ссылка в описании, если кто не подписан, подписывайтесь. Там очень много об этом, вообще о всем этом говорится. Я там записывала и про Венесуэлу, и про многие-многие другие вещи, которые видела на тонком. Они все есть в файликах. То есть там, где заходите в канал, и там музыка или файлики, и вот там прям все мои подкасты, которые я делала на этот счет. Так вот, я говорила, что после того, как Трамп придет к власти, кто-то обломается. То есть каждый там тешит свое, о, я получу что-то, да, он ищет свою выгоду в этом во всем сговоре между собой, который происходит. Но кто-то как бы обломается, кто-то не получит столько, сколько он хотел получить, да. Здесь, наверное, по большей степени про Китай идет речь, потому что у них были очень большие какие-то планы, но они где-то их преобломали. И вот здесь надо понимать, что сейчас идет очень тонкая игра. Я знаю, что уже очень много наговорила, но я хочу, чтобы вы понимали, что сейчас идет очень тонкая игра. Очень тонкая. Вот недавняя сцена в овальном кабинете, да, которая была между Трампом, Венсом и Зеленским, это чистой воды постановка. Вот серьезно, я когда смотрела это все, и когда это все считывала, ну что это такое? Ну реально там прям вот что-то такое произошло, что вот они поругались, да, и такие сразу, и все, мы там сейчас и помощь, и все. Нет, это вот то же самое, им нужен был повод. Понимаете? То есть его там в любом случае выставили бы так. У них сейчас задача на него свешать все. Понимаете, это будет козел отпущения, на которого сейчас свешают всех собак. Более того, если он будет цепляться, если он не пойдет по их какому-то сценарию, который они хотят провести, да, то есть там я в солнечном клубе уже сказала, они уже все поделили, все. Ресурсы, все. Еще первый раз, когда собралась российская делегация с трамповской, да, делегацией, у арабов, они еще тогда все обсудили. Они поделили ресурсы, они поделили, чего территории останутся, где какие территории куда отойдут, понимаете? Какие-то территории, они делили территории, причем не по моментам, связанным с, там, я не знаю, вот эта территория там захвачена. Нет, они делили территории по редкоземельным металлам. Сколько территорий уйдет США на разработку, а сколько территорий будет разрабатывать Россия. Они делили редкоземельные ресурсы. Сейчас новая волна вот это вот чипов, но это чипы не те, которые в голову, да, многие сейчас подумают, внедряют. Это чипы, которые идут на создание там каких-то там компьютеров, да, определенных, каких-то ракет, еще чего-то. То есть это определенного вида новая технология. И на это нужен определенный металл, который является очень хорошим проводником. И это действительно редкоземельный металл, который только сейчас начали рассматривать. Я не знаю, что это за металл. Я только почувствовала этот момент на тонком плане. И в том числе все вот это вот нападение на Украину было связано с тем,
что там обнаружили залежи вот этого металла, и те, кто хотел этот металл себе заполучить, они все накинулись на этот металл, как собаки, которые начали делить эту кость, в том числе. И знаете, очень интересно, что после того, как я в солнечном клубе рассказала, ну, меня попросили, я рассказала, что вот еще на первой встрече они там делят ресурсы. Они будут делить ресурсы, они уже решили, кого они посадят в Украине новым президентом. Это уже решенная история. То есть они уже решили, кто сядет во главе правительства, чтобы вы понимали. Это решенный вопрос. Далее они уже поделили там ресурсы, они все решили, как что будет дальше развиваться, понимаете? Вот это вот вся история. И все. А дальше началась игра. Дальше начался определенный план, где планомерно приводят все к одной единице. К тому, чтобы привести к своему. Я хочу вот так, и будет вот так, понимаете? Причем момент тоже интересный. После того, как я сказала, что делят они там ресурсы, после этого, через несколько дней, Трамп начал говорить о вот этой вот сделке по редкоземельным металлам, что мы с Украиной хотим заключить сделку по редкоземельным металлам. Вы думаете, это совпадение? Зачем ему вот эта сделка? Почему он так сильно ее хочет? Почему он так сильно говорит о ней? Потому что они уже все поделили. Вот оно, пожалуйста, они поделили все ресурсы там. И он сейчас, грубо говоря, кидает всю Европу, кидает вот этих всех, а потому что они уже неинтересные, да? Потому что как раз-таки на их уничтожение ставилась ставка во всем вот этом замесе, где Трамп изначально был с вот этими ребятами заодно, то есть в одной лодке, понимаете? Но эта лодка, чтобы вы понимали, это не то, что они все там друг за друга горой, такие все друзья и все такое, нет. Они каждый там сам за себя. Это просто коалиция тех, кто имеет какие-то общие интересы. Как только эти интересы начнут расходиться, или где-то это, все, то есть там каждый станет сам по себе немножко. Но сейчас они держат определенные собственные интересы. И я вам могу еще более болезненное сказать, то, что я вижу. Но как вижу, так говорю. То, что вот недавно в овальном кабинете был разыгран спектакль, где этого Зеленского по-любому бы просто сделали так, что он там нахамил Трампу, что-то сделал не так, еще что-то. Они его читают как открытую книгу. Они знали прекрасно, что он вот так себя ведет. Он себя ведет всегда так. Нарцы, они примерно так одинаково себя ведут. И развести его не просто так, там собрались журналисты, не просто так это все было сделано на публику, где они его показали, кто он на самом деле. Что вы нами пытаетесь манипулировать, вы манипулятор, вы не в том положении, чтобы заявлять об этом, что вы сейчас делаете и так далее. Они его начали открыто обвинять. Там даже некоторые аналитики сказали о том, что Венс просто вышел за рамки определенной этики политической, да, начал просто его откровенно там крошить на капусту, да, и Трамп это позволил. Почему? Потому что они этого добивались. Им это нужно было сделать, им нужно было выставить его вот таким вот, что это он виноват, что, посмотрите, это он вот так себя ведет, он виноват, да, и поэтому мы сейчас сделаем вот это, понимаете? Хотя еще до этой встречи они собирались это сделать. То, что они остановят военную помощь, да, определенным образом, надо сделать, создать что-то, какой-то инцидент для того, чтобы остановить военную помощь, для того, чтобы была перетусовка на фронте. Помните, как Путин сказал? Это все, вот оно, между строк, понимаете? Здесь даже можно на тонком где-то не смотреть, это все видно. То есть если люди немножко начнут анализировать даже, они это увидят. Где Путин сказал, скоро ситуация на фронте перевернется, скоро все, что в Курской, да, вот, что сейчас идут к мирным переговорам. И он сказал, когда начнутся мирные переговоры, уже не будет Украина, вот этот Курск. Там все будет окей, не переживайте, уже не будет этого преимущества у нее. И что сейчас происходит? США берут, отключают все,
все системы связи, все, и что за несколько дней происходит? Все. Курск просто превратился в котел. Понимаете, об этом все сейчас говорят. И это было сделано специально. И мне от этого настолько больно, мне настолько, вот, я не знаю, у меня сейчас спазмом просто вот вся носоглотка проходит, потому что я не могу на это смотреть. Мне больно. Просто одним, понимаете, вот почему я не люблю смотреть политику? Одним таким решением просто, да, сотни жизней просто в мясорубку. Им специально, вы понимаете, им не дают возможности отбиться или еще вот где вот этот естественный отбор происходит, где ты там выжил, не выжил, да, еще что-то. Это и так все ужасно, война. Но там хотя бы у тебя есть шанс, да, а здесь их просто обрекают на смерть. Они становятся просто разменной монетой для того, чтобы прийти к определенной геополитической точке. Понимаете? Это ужасно. Это просто ужасно. Это все постанова. Все постановка. И дальнейшие действия все, где они начинают говорить, что Зеленскому пора покинуть пост, и все, потому что они уже знают, кого они туда посадят, вы понимаете? Они уже начинают прощупывать почву, как можно быстро провести выборы. А это все, почему Трамп, он там что-то сказал, мы, если Россия не сядет за стол переговоров, мы, значит, там что-то это, да, но он на Россию вообще ничего сейчас внимания не обращает. Он обращает внимание на Европу и на Украину. Почему? Потому что там уже все договорено, понимаете? И если и будут какие-то там телодвижения, это все будет наигранная херня. И это больно и обидно, потому что сейчас эту страну поделят на ресурсы. Люди умирали просто за то, чтобы две державы просто между собой поделили ресурсы на территории этой страны, понимаете? Сказать о том, что там будет какой-то свой президент, которого выберет народ, нет. Там уже все выбрано, серьезно. Это больно и обидно, но США знают, как и что сделать, политтехнологи знают, с Россией, с США, они знают, как сделать так, чтобы тот, кто нужен, сел на трон, понимаете? У самой коалиции, у этой всей, они знают, что и как надо сделать. И очень многие пришли к каким-то своим целям. Сейчас недоволен Китай. Китай обломали. Но он пока держится, потому что дальше тоже все будет разворачиваться. Сейчас они вот это провернут, а дальше начнется более глобальная война. Где-то начнется война с черным рынком, где-то начнут зачищать. А почему они начнут, понимаете, вот этот черный рынок шерстить? Почему они начнут на это повышенное внимание обращать? Потому что весь черный рынок принадлежит глобалистам. Это основной источник денег. Может быть, кто-то считал или думал, что основной источник денег глобалистов это, там, я не знаю, нефть, еще чего-то там. Нет, это черный рынок. Это определенные вещества, это люди, это очень много всего. Это черный рынок. Поэтому будет вот этот момент с черным рынком. Далее шерститься. То есть они будут перекрывать источники доходов этих глобалов. Они будут перекрывать источники доходов. Как там сказал в свое время Сорос, что для кого-то война, да, а для меня это прибыль. То есть он открыто говорил, ну сорян, это я сделал переворот в этой стране, государственный переворот. Я просто так зарабатываю деньги, ничего личного, да. У меня, если честно, от этих эмоций, которые я испытываю всегда, когда вот эту вот политику просматриваю, мне очень сильно больно. И окей, но теперь давайте подумаем о том, я не сильно любила распространяться об этом или как-то говорить об этом, потому что это больно. Вы не представляете, какой черный рынок по органам и не только
сейчас развивается на территории Украины. Там огромнейшие деньги на этом отмываются, просто. Я не буду говорить, что там происходит, потому что я не люблю об этом говорить. Это очень такая темная, тяжелая правда, которую тяжело вынести. Но в начале, когда беженцы бежали массово, многие из них пропадали еще на перронах, грубо говоря. Вот, кто куда. И это черный рынок, ребята. И он очень много денег на этом сделал. Это все делают глобалы, которые развязывают это все, которые это все как раз-таки и делают все перевороты, все вот эти вот прекрасные моменты там в Грузии, которые недавно были, да, Беларусь они шатали, когда Лукашенко отказался вот эту всю пандемию и сказал, что да пошли вы нахрен со своим этим дерьмом, я в эти игры не играю, и сразу же у него там весь народ запрыгал с белыми флагами, понимаете, нацистов и прочее. Это все вот оно. Да простят меня белорусы, но вот этот флаг, который там им подпихивали, я еще тогда в том году видела, и там очень многие показывали, что нацисты с таким флагом ходили в свое время. Это их символика. Но люди почему-то решили, что это истинный флаг Белоруссии. Да, немецкого рейха. Это, конечно, все очень печально, потому что люди не замечают, как им просто всучают эти все флаги, да, всучают эту всю символику и говорят: вперед, да, ты знаешь, за кого ты борешься. Никто, наверное, наверное, все в курсе, точнее, что тот же самый вот этот вот любитель госпереворотов Сорос, он нацист. Он как раз-таки выходец из, грубо говоря, того самого, да, вот, он помогал, он делал активно и все прочее, они до сих пор продвигают все вот эти вот свои идеи, понимаете, до сих пор это все живет, цветет и пахнет, мы это можем видеть и на территории Украины, и на территории других стран, как они свои идеи далее продвигают массово, но так как у них есть деньги, есть власть, им ничего не стоит обработать мозг людей, которые не особо хотят думать, критически, да, мыслить и понимать, что вокруг происходит. То есть влиять на сознание людей — это то, что они, в принципе, и делали во времена того же самого Гитлера с населением оболваненным Германии. То есть это все давным-давно им известно, все эти технологии. Что еще хотела сказать? Ну и, наверное, то, что не зря все это было. Это было 21 января, да, насколько я помню, инаугурация Трампа. И инаугурация прошла не на открытом воздухе, как это бывало всегда, да, что перед Белым домом, а прошла в самом здании, да. Насколько это было случайно и насколько... Почему они так сделали? В принципе, здесь можно сказать все очень просто, потому что до этого сыночек Сороса выставил в своей соцсети интересное сообщение. Он написал, что инаугурации может совсем не состояться. И это, в принципе, не первый раз, когда он откровенно пишет о том, что они хотят сделать. То есть они хотели совершить покушение на Трампа, убить его как Кеннеди и сорвать полностью то, чтобы он сел на трон, грубо говоря, чтобы он стал президентом. И более того, в те дни я видела, как происходили какие-то очень страшные ритуалы в Богемской роще. Я видела, как проходили очень страшные какие-то магические вещи, которые они проделывали на всех своих структурах для того, чтобы повлиять на это, для того, чтобы как-то уничтожить Трампа, еще что-то сделать. Но знаете, интересно все в том, что как будто вся вот эта вот их черномагическая штука, да, и Трамп, как будто они живут в разных вселенных. То есть, знаете,
что как будто они не могут до него даже дотянуться. То есть, знаете, такое ощущение, что Трамп живет в какой-то другой прослойке реальности. То есть он живет в том мире, где этой магии, ну не то чтобы нет, но она туда не может зайти. Понимаете? То есть такое ощущение, что он живет в неком будущем. Вот здесь, кстати, у меня очень интересный вопрос к себе в первую очередь и к тому, а как это так? Знаете, очень странно то, что, по моим ощущениям, это происходит потому, что как будто Глобал и Трамп живут в разном времени. Понимаете? Он живет. И здесь, знаете, идет такая энергия интересная, да, которую я не улавливала, наверное, с 2020-2021 года, где эти силы очень активно вмешивались в то, что происходит на Земле, в том числе в том, что происходило на Антарктиде. То есть это как раз силы, ну, не совсем неземного характера, то есть это силы не совсем земные. Это силы, которые не принадлежат к нашему миру, понимаете? И эти силы как-то его защищают, то есть они как-то его ведут по каким-то, понимаете, определенным путям. Я не знаю, как это объяснить, но они будто его вне какого-то времени, то есть он как будто идет по путям будущего, то есть он как будто уже в будущем. Я не знаю, как это объяснить, то есть, но он не живет в том времени, когда они делают эту магию. Это какие-то определенные пространственные технологии, но это технологии такие, что он живет будто бы в других временных потоках, в другом временном континууме каком-то. И за счет этого он становится немного недосягаемым. То есть я не уверена даже, что он сам понимает, что с ним происходит, то есть насколько он сам понимает с ними, то есть насколько у него есть прямой контакт с ними. Но у каких-то людей определенно он есть. И эти люди живут в США. Это какие-то определенные политические силы, определенные люди. И этим людям доступно что-то, то есть какой-то взгляд в будущее или что-то, что недоступно глубинникам. За счет того, что они общаются с этими силами. Вот так вот я скажу. Это очень интересно, на самом деле. В принципе, я видела момент общения, да, и соединения определенных сил вот этих с определенными какими-то людьми здесь, политическими деятелями, да, которые даже не политическими, они какие-то, знаете, не совсем в политике, они где-то как вот, может быть, секретные службы какие-то или что-то такое вот. И они помогают вот определенным людям, определенным силам для того, чтобы как бы идти по каким-то другим временным тоннелям, по каким-то определенным другим временным дорогам, да, для того, чтобы вот они именно хотят, вот эти силы, как спасти нашу параллель, но это не какие-то инопланетные силы, это силы нашего мира, то есть это какие-то миротворцы, это те, с которыми раньше наша параллель была в очень тесном содружестве, то есть мы раньше очень тесно общались, были какими-то, ну, друзьями, скажем так, да, какой-то вот этот мир для них не чужой. Это силы с каких-то параллелей нашего мироздания, то есть это не какие-то левые, да, там прилетели инопланетяне все спасать, нет, это силы, которые именно принадлежат этому миру, то есть они пытаются свое защитить, то есть они пытаются защитить свой мир, в котором они живут, да, они пытаются защитить свое мироздание, потому что это не чужое, это свое, вот.
Очень интересно, скорее всего, вот я сейчас это все считываю, да, скорее всего, это те самые те самые параллели, или те самые вот параллели, в которые ушли очень много наших беженцев, то есть очень много наших переселились туда в свое время, когда там была полномасштабная война с темными. Я рассказывала об этом на Бусте, когда уничтожение Дарии шло, когда уничтожали Дарию, и я говорила о том, что пространственные переходы были разрушены, то есть нарушены, разрушены, да, и там очень много туда, вот в те земли ушло беженцев, то есть очень много людей, которые хотели уйти вот в вот эти миры, то есть вот в эти светлые миры, да, в светлые параллели, куда вот чтобы сбежать от этой войны, да, от вот этого темного вторжения. И темные там разрушили вот эти переходы. Какая-то работа велась с той стороны очень долго для того, чтобы вернуть возможность взаимодействия с этими параллелями, то есть с нашей параллелью в том числе, с какими-то точками, именно энергетическими точками, да, нашей параллели, то есть велась очень сильная работа для того, чтобы наладить связь, для того, чтобы почувствовать, что творится. И связь была налажена, ну, не так давно, знаете, такое ощущение, что темные уже здесь устаканились, то есть они уже здесь власть заняли, да? Они здесь заняли власть, уже как проросли щупальцами, и они как уже вот соединившись с вот этими линиями, восстановив связь, они как бы как посмотрели, что здесь происходит. Но там на той стороне есть не только там какие-то, ну вот именно светлые, да, с того мира, но там очень много и наших, тех, кто сохранил свой разум. И они искали, вот как искали каких-то людей определенных, искали кого-то, с кем можно было бы как выйти на контакт или что-то такое. Причем это где-то в США, то есть вот какая-то точка, вот это соприкосновение, они ее нашли в США. То есть такое ощущение, что они вот эту точку входа только там могут почему-то вот как бы чувствовать, да. Ну, я пытаюсь почувствовать, с кем они в контакте, что там, как это все началось, да, контакт, и я понимаю, что информация закрыта, то есть не идет сейчас как сказать, как вето на информацию, да, наложено, что не надо сейчас это, чтобы выходило. Да, то есть на данный момент эта информация является, ну, неким секретом. И если вот оно вот таким образом разворачивается, я обычно дальше не смотрю, то есть я не пытаюсь прям сломать эту защиту, потому что понимаю, что это не нужно делать. Вот, что эта информация должна быть, ну, грубо говоря, засекречена на данный момент. У меня похожее было как раз в тот момент, когда я увидела только коалицию вот эту всю, да, сговора, про которые сегодня рассказывала, что определенные вещи, когда я только увидела эту всю коалицию, когда я только почувствовала их, да, и так далее, в попытках раскрыть определенные, ну, определенную информацию об этой коалиции, мне шло, что нельзя. Вот есть определенное знание, да, которое доступно сейчас, и все остальное должно быть пока что это определенным секретом, поэтому дальше я ковыряться не буду. Вот, в этом во всем. Поэтому на сегодня у меня все. Я надеюсь, что для многих после этой информации какие-то вещи стали более понятны о том, что происходит в мире, вот, куда все будет стремиться, то есть дальнейшие будут какие-то определенные действия направлены против Европы, вот, но нет задачи уничтожить Европу, нет задачи как бы там поменять власть или что-то такое кардинальное сделать, но будут как будто ее вот знаете, вот
такой образ идет, как будто вот взяли ее как тряпочку, да, вот так вот подняли как-то и вот выжили немножко так, чтобы она такая какая-то была, знаете, очень мятая и немножко сухая. То есть я не знаю, в чем это образ выражается. Скорее всего, чтобы она какой-то потеряла свой вот такой политический вес. То есть и больше идет такое, что на первое место дальше встают какие-то крупные державы, то есть такие как США, Россия, Китай, Индия почему-то тоже идет, то есть какие-то определенные крупные государства, и они уже встают как некие империи, да, то есть на первый счет, а как бы мелкие вот такие вот государства, они уже как, ну, даже второстепенные, как вот, я не знаю, Европа и так их, они, можно сказать, вассалами были, но они уже как вот под, я не знаю, как-то так. То есть хотят их как-то лишить какого-то определенного веса и голоса, то есть на арене. Есть такое ощущение. Вот. Посмотрим, как все дальше будет разворачиваться. Мне достаточно интересно, как это будет выглядеть. Но у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока.